Приветствуем вас, бойцы, и это уже третий выпуск про PUBG. Сегодня мы с вами продолжим разбирать тонкости стрельбы, а конкретно поговорим про пики. Поехали! Темой сегодняшнего ролика будет перестрелка с противником от укрытий, а в частности мы рассмотрим те случаи, когда у нас происходит с врагом некая дуэль. Пожалуй, это один из самых распространенных видов перестрелок, а иногда еще и самый затяжной. Поэтому, чтобы быть более эффективными игроками, вы должны знать, как действовать в таких ситуациях. Так что же такое пики или пикаться? В игре, конечно, смысл немного другой, но когда против вас попадается враг, имеющий довольно неплохой уровень игры, суть становится та же. А вообще, пикаться это по сути и есть перестрелка с врагом от укрытий. В PUBG обычно это происходит как выглядывание откуда-либо, выстрел и быстрое перемещение назад в укрытие. И начнем мы разбор данной механики с одной пусть и банальной, но очень важной, по мнению Филиппа, человеческой особенности – это фотографическая память. Мне кажется, я записываю. Надо все-таки это сказать. Не знаю, считается, наверное, ключевой частью. Ну, блин, что для меня фотографическая память? Это когда ты смотришь, допустим, на отдельную картиночку, да? Грубо говоря, выходишь из-за дерева, видишь врага, быстро уходишь обратно за дерево, и в голове ты запоминаешь ту картинку и примерно местоположение противника. А второй раз выходишь, видишь, что он не меняет позицию, и в третий раз агрессивно сразу его убиваешь на префайре. Тем самым постараясь запомнить ту самую картинку, которая была у тебя только что перед глазами, и убив противника на нереально профессиональном уровне, грубо говоря, так. Как пример, вот вам искусственно созданная ситуация, по которой вы все наглядно поймете. Однако тут есть небольшой нюанс. Выход с одной и той же позиции больше 3 раз зачастую может стать для вас смертельным. Поэтому надо не только запоминать картинку перед глазами, а еще и представлять ту позицию, где находится враг, когда сами уже выходите с другой. Как пример, вот вам еще одна ситуация перестрелки. В пределах ящика запомни твою модель и не убирая прицела выйти с другой позиции. Это вот показывает мух, найдем. Держим примерно прицел тебе по памяти. Надеюсь, тут все понятно, но не стоит забывать и предыдущие уроки. В первом выпуске про PUBG мы подробно рассказывали, почему нельзя вплотную выходить из укрытий и как максимально безопасно выглядывать на Q и E. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, это поможет вам лучше чувствовать себя в своем укрытии. Возвращаясь непосредственно к выстрелам при перестрелке, также важно отметить использование наклонов и ваше местоположение за укрытием. Вы должны находиться на несколько шагов от препятствия и высовываться в наклоне максимально незаметно. Открываться полностью будет очень большой ошибкой. Дополнительно давайте рассмотрим еще одну особенность движения в той ситуации, когда мы находимся выше врага. Да, вот тут стой и смотрю на это. На камень. Фишка в том, что когда идет быстрый пик, да, я выхожу, Меня вкус мешает. Давай вот так встану. то я выхожу, да, там пострелялся, делаю резкий такой вниз головой. Если я просто иду вниз, да, блин, привычка вниз была, просто уйду вниз, то это будет как-то не быстро. Но если я сделал вот так, заметил? Еще раз покажи, как это фигово было. Если я просто выйду, да, и уйду вниз, Угу. будет странно, да? Но если я выйду и сделал вот так, Да, быстрее. голова исчезнет. Тут важно понять, что с движением мыши двигается не только ваше оружие, но и моделька в целом, поэтому не пренебрегайте ее использованием, а наоборот старайтесь максимально почувствовать этот момент. По поводу самого аима и вашей скорости наведения прицела на противника, можем сказать только то, что это надо тренировать.
Филипп периодически делает это на сайтах наподобие AIM 400 KG, так что если вам важно прокачать в себе скилл быстрого наведения, советуем позависать какое-то время там, либо в отдельных приложениях по типу I'm Here в Steam. Ну и теперь, пожалуй, перейдем к одному из самых обширных вопросов этой темы – ведение перестрелки, или можно это обозвать стилем. Короче, суть в том, что когда ты стреляешься, нужно все время контролировать противника, то есть нельзя перестрелку переводить в спокойный режим, то есть чтобы ты расслабился, и твой противник. Нужно всегда при фаре стрелять, понял? Как-то Да. объяснить. Всегда в напряжении держать противника. Всегда держать противника в напряжении. Прифарить, раздергивать его, делать круговые стрейфы, все время контролировать. Если ты будешь отдыхать, то твой противник просто расслабится и начнет играть свою игру. Свои делать стрейфы, свои пики, начнет гранаты бросать. Ты замешкаешься, из-за этого умрешь. Всегда нужно противника держать в напряжении. Как это сделать? Как это делать? Нужно, на моем примере это показываю круговыми стрейфами, всегда смотрю на один угол. Если предполагаемые около 3 секунд противник ничего не предпринимает, я выхожу с другой стороны, стараюсь где-то обычно с префайром или с быстрым прочеком. Включаю-выключаю прицел. Быстро понять, на пьюшки посмотреть, уйти. Если он стоит, я беру какой-нибудь коряк, пью и стреляю туда. Не попал, да? Да Нет. и всё. Что? Как? Подожди. Я просто прозрачный. Грубо говоря, вот так А предполагаемая если позиция. противничек вот так вот сел, и тут сидит, хилится, отдыхает, что делать? Если противник ничего не делает, И ты его у не вас, видишь, и он пропал, допустим. да, и он, допустим, сидит. Очень такие много ситуаций, то стоит также подергать, пострелять по текстурке. Кстати, тебя вижу, как бы тут изи. Ну, давай, грубо говоря, получилось так, что вы быстро пострелялись, ты его накоцал, да, он сел хилиться, и понимаешь, что ты его сильнее, ведешь себя более агрессивно, как считается, контролируешь свою ситуацию. Ему это не нравится, и он меняет стиль игры, более-менее разбавляет его, чтобы ты успокоился, не бычился на него. Сидит за ящиком, что в таких ситуациях делаю я, и рекомендую делать по своему опыту. Если сзади есть дом, ящик, или у вас есть гранаты, естественно, кинуты, это самое банальное. Самое не банальное — это открываться. Выходить всегда на прицеле. На моем примере, как бы можешь выйти, чтобы было видно. Это открываться и держать все время угол, откуда он может выйти. Так как на контроле, когда мы ползем, слышно тихо, он просто может не услышать, да, вот такой дистанции. Тут сколько, метров 15, да? Да. Грубо говоря, он может не услышать. Поменять позицию, если здесь нет выхода, естественно, идти также дальше. Дальше. Он уже здесь, наверное, будет его видно, когда он сидит, и убить его. Но, Это тем не просто. менее, ты рискуешь. Вот ты вот сейчас говоришь, что надо открываться. А В перед этим любом ты говорил, случае, надо что открываться. в открытую играть нельзя, у тебя всегда рядом должно быть укрытие. Понимаешь, это когда ты именно... Состыковочка. Это сейчас мы рассматриваем момент, когда мы именно перестаемся с двумя укрытиями. То есть у нас, в принципе, и нет выбора, понимаешь? Когда у нас уже все идет файт, нам нужно что-то делать. В таком моменте стоит тогда открываться. Пытаться что делать. Если мы будем долго сидеть, на звуке выстрела придут другие люди, убьют либо тебя, либо его, а тебе уже достанется. Тебе придется что-то предпринимать. Нужно двигаться. Если сзади есть дом, конечно, уйти в дом, обойти его и шлепнуть. Логично. Ну вот в том-то и прикол, то есть это вот как раз нелогично, это ключевое, что надо, типа открываться это последнее дело, как мне кажется. Может я, конечно, что-то не понимаю. Вот я это подразумеваю, что это последнее дело. А. Дело в том, что если он тебя ждет, и ты ничего не делаешь, то рано или поздно кого-то из вас убьют. И в этот момент может оказаться это ты, поэтому нужно что-то предпринимать. Ну, то есть А именно стараться как-то его выловить. надо сменить позицию. Надо естественно, сменить флангануть, позицию. ну вот что-нибудь такое. А через что ты сделаешь, если у вас 2 укрытия, и он, в принципе, услышит тебя, если ты начнешь идти, и тебя убьет. Поэтому нужно идти аккуратно и держать его все время в прицеле его укрытия. Если Ну. ты будешь фланговать, он слышит тебя. Потому что звуки бегают совершенно с километра. Когда ты будешь идти на контроле и держать его позицию, то он не услышит, как ты идешь. Держишь все время позицию, И можешь сидеть отдыхать. твой враг сидит отдыхает. Ты Ну аккуратно да. идешь. Понятно, да. В принципе, логично, потому что когда он пикается, мы никуда не идем. Если он сидел отдыхать,
значит, что он чем-то там занялся своими делами. Если противник такой же больной, как и вы, тоже раздергивает вас, стреляет, то здесь нужно пользоваться его ошибками. То есть стараться запомнить его движение. Это самый лучший вариант, который присутствует в данный момент. Допустим, ну, ты выходи слева, справа, слева, справа. Оп, вышел. Ну, давай, справа вышел, слева вышел. Следовательно, он выйдет дальше справа. Запоминать его движение, как он выходит, как он наклоняется. Запоминать его тайминг, когда он именно наклоняется, когда он выходит, и ловить его на это. Вы даже можете специально запрефарить в одну сторону, чтобы он вышел с другой, сразу перевести. Зажать сюда, он выходит слева. Вот. Ну, я как бы только что продемонстрировал. Так. Так понятнее? Да, сейчас вообще очень хорошо объяснил вот эту ситуацию. Также в момент перестрелки есть очень хороший мув, который я, в принципе, ненавижу, на котором меня могут подловить. Это Control Spray, короче, в одну и ту же сторону, куда он выходит. Допустим, вот выходи, давай. Уходи и выходи. Из одной, да. Еще раз теперь. Просто уходи, выходи. То есть, допустим, когда вы стреляете, вы пали в нем, все время жать. То есть, когда он будет выходить, он может получить дэмэдж. Большинство игроков делают так, что если они уйдут за укрытие моментально, попытаются вас сработать неожиданности. Это тоже нужно замечать в перестрелке, как он действует. Если он после того, как попадает, пытается вас поймать на это, то попробуйте зажать, не отпуская зажим. Да, если... Все, я понял. Если, то есть, противник быстро с одной стороны выходит, то есть по несколько раз, то можно в момент, когда вот он ушел, зажать, и, скорее всего, он выйдет на выстрелы, напорится сам. Или когда ты попал в него и замечаешь, что он частенько выходит туда же самое, ну, чтобы, типа, как на неожиданности, понял, типа, сыграть. Получил дэмэдж, и оттуда же опять вышел. Пострелять. То есть, вот, вы стреляете, если он ушел, опять начинает стрелять, типа, понял, ты попал по нему, да, типа, за укрытие ушел. Ты можешь не отпускать спрей, также он будет выходить и получать дэмэдж, и умрет. Да, так можно подловить. И в принципе это практически все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Однако есть еще один секрет, которым 100% пользуются лишь единицы. И поначалу тренер Филипп не очень-то хотел его раскрывать, но все-таки показал. Смотрим и запоминаем. Да, ну, конечно, я могу еще одну фишку рассказать, это как, в принципе, типа чекать, что ли, ловить, так сказать. Можно, короче, пробегать на альте. На их любимых способах прочекать. Это пробежать и просто на альте посмотреть, как ты стоишь. Сделать это максимально дальше, чтобы ты не понял, что я сделал. Блин, вообще, это четко. Выглядит офигенно. То есть у противника я как балбес на альте просто бегу, смотрю, сделаю Counter-Strike и выхожу сразу. Вот офигенно круто. Это очень очевидная штука. Ну, как бы Чек на альте, он вообще перспективно против корякеров. Челики просто, когда смотрят в окно, они недоумевают, зачем ты так сделал. Но одновременно ты прочекаешь, как он стоит, что он делает. Если он выстрелит, ты можешь сразу же, опять же, остановиться, начать по нему зажимать. Логично. Это офигеть как просто, офигеть как логично, но капец как неочевидно. Ну как вам, друзья? По сути, вещь очень банальная, и все мы пользуемся ей, когда перебегаем в зону и делаем другие дальние перемещения. Но пробовал ли кто-то делать это в доме, чекая таким способом врагов? Не думаю. В любом случае, всех профессионалов и экспертов приглашаю в комментарии. Нам с Филиппом очень нравится ваша реакция на шоу, и под каждым новым выпуском мы получаем огромную обратную связь. Поэтому каждому личное спасибо за то, что пишете, не стесняйтесь высказывать свое мнение, вы просто красавчики, респект вам. Также не забывайте поддерживать шоу лайками и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Удачи, друзья, и побольше топов. Пока-пока. Это максимально нужно для себя подчеркнуть. Если ты выходишь больше 3 раз на укрытие, какой бы ни был противник, он догадается, что нужно туда же навестись и запрефарить. Если вы делаете очевидные вещи 3 раза больше, если он даже не поймет это 6-го раза, 7-го он точно туда же уже будет готов и будет ждать вас оттуда. Да. Всегда нужно стараться менять позицию. Ну да, уже неоднократно сказали то, что позицию менять нужно постоянно. Чем больше раз вы смените позицию, при этом всегда играют укрытие, тем будет лучше. Вот как бы в принципе и все.
Вот по звукам она была хрен знает где. Как определить, куда хае упала? Разрабы не знают. А еще когда она в дом тебе залетает, есть звук почему-то, то, что она упала на улице, в землю. А разрабы не знают, как это сделать. Звуки просто шок.